Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас без 20:11. Я вообще раньше встала. Сначала проснулась, повалялась в кровати, потом встала, тоже походила, пока водички попила, там умылась, позавтракала и успела помыть голову. Нанесла уходовые средства. И сейчас буду заниматься домашними делами, попью только кофейку еще. И нужно хорошенько убраться в квартире. Хотя у меня еще и на ютубе огромное количество дел, но сейчас мне вот нужно все прибрать, убрать. И потом уже, конечно, и с остальным займусь. Решила как следует помыть перкарбонатом решетки. Потому что их как бы не 4 же, да, а 2 стандартно. И ужасно неудобно мыть, поэтому я взяла такое большое ведро, достала с антресоли. И, полное его, к сожалению, нельзя налить, потому что перкарбонат будет пениться. Я даже боюсь, что отсюда пена польется. И вообще, конечно, в идеале было бы, потом просто половинку переверну решетку. В идеале, конечно, сразу 2 бы было, но тогда ведро как бы нужно же где-то кипятить. Не знаю, я единственное, что сейчас возьму, наверное, возможно, какую-то подставочку, вот сюда поставлю. Буду снимать периодически ведро. Может быть, так сделаю, вот честно, не знаю. Ужасно неудобно. Потом когда-нибудь, когда я там буду менять плиту, потому что она как бы, мы ее и так меняли. Вот, это, конечно, я обязательно куплю только где 4 решетки. Отдельные, чтобы их легко было постоянно мыть, потому что, это невозможно просто. Я думала, может, сегодня у меня состоится прогулка, но я чувствую, что она уже не состоится, потому что 3 часа дня я провозилась с этими адскими решетками. Что-то помыла, но, в принципе, меня это не устраивает. Теперь придется все просто мыть вокруг, так как это средство все равно не может с этим справиться, хотя вроде и протираешь их, и протираешь, но пришлось там хорошенько металлической щеткой тереть. Вы понимаете, как это весело. Плюс вон что за окном творится. Ничего себе. Тут просто вообще что-то творится. Я вообще сначала не поняла даже, что летит, но тут оказалось и пух, и листья. И, судя по всему, уже где-то дождь. А у нас тут, я даже не знаю. Нет, наверное, еще. Значит, скоро будет. Поскольку достала моющий пылесос, то сейчас и плиту, как всегда, помою с его помощью. Но я не использую сейчас никакие сильные средства, потому что тут нет ни жира, ничего такого. Капнула немножко жидкого хозяйственного мыла и протерла губкой. Сейчас все из сети выключила. Мало ли что, а то у меня уже был прецедент, когда немножко на дисплей попало на плите. Ничего страшного, конечно, обошлось, мигнуло и наладилось. Но больше так не хочется. Я сейчас здесь в основном пылесосом просто собираю пену, разбрызгиваю чистую воду, еще раз соберу. Очень удобно и быстро, а то всякий раз ополаскивать губку неохота. Так, и теперь еще протираю тряпкой и брызгаю фаберликовским средством, это для блеска. Чтоб прям все идеально, хотя это ненадолго, потому что я аккуратный человек, но дело в том, что любая капелька, даже обычной воды, на металлике видна. Поэтому даже с полотенца что-нибудь налетит это светлое, и на плите будет видно, как грязь. Здесь тоже стенка, в общем-то, чистая, так, протираю. Здесь я схватилась руками, поэтому протираю. Хотя иногда я просто снимаю крышку, это делается легко.
как раз-таки крышка у нас на той индезитовской плите не снималась, нам это было очень неудобно, поэтому, когда мы выбирали вот эту горенье, то, конечно, для нас основное было, что, ну, одно из основных, это то, чтобы крышка снималась. Но вот почему-то решетки мы не учли, а это тоже важно. Съемная крышка и комфорки. Решетки на комфорке, конечно. Так, ну здесь я средством для стекол и зеркал фаберликовским протираю. Разбрызгиваю я воду, просто чтобы так тряпка точно не оставляет разводов. Ставлю решетки и мою столешницу, ну и, соответственно, все то, что здесь стоит. Раньше у меня тут стояла еще мультиварка, но я и ту, и другую спрятала в шкаф, потому что не пользуюсь сейчас. Тоже вот фаберликовским средством немножко. Пользуюсь блендер-суповаркой и ростером. Иногда что-то разогреваю, это удобно. Тем временем в Питере на Исаакиевской это снимал муж. Активно теперь принимает участие в жизни канала. Не, но он и раньше, конечно, мне что-нибудь снимал такое. В общем, такая красота. Он тут по делам был. И плюс еще на какой-то выставке. Ну и вот прогуливался и поснимал. Вспомнил про вас. Что-то в нашем доме вообще в очередной раз зачастили скорые, а тут еще и моей подружки собака, ну, с которой ушастик дружил, там тоже проблема. Ой, кошмар, бедное животное. И еще и кому-то скорая приехала. Ездили с подружкой в аптеку, там, ну, в зоомагазин, покупали для собаки бинты. Вот. Ну, а потом в Мяснов заехали. Я себе взяла соленые крекеры. Губкой полы я мою крайне редко, только на кухне и в коридоре, ну, где-то раз в несколько месяцев. И потом вот моющим пылесосом вот так вот собираю. Ну, потому что у меня линолеум под дерево фактурный, и все-таки периодически так требуется. Такая уборка. Сейчас пропылесосила там, где храню обувь. У меня вот такие подставки из Fix Price. Надо сказать, что некоторые прогнулись, хотя на них даже тяжелая обувь не стояла. Но я сейчас вот так вот сделала. Наверху зимние ботинки, а вниз вот так обувь положила, и нормально. Ну, а теперь нужно собрать белье. Наконец-то дошли руки. Я уже много чего тут убирала, а полотенца так и висят. А сейчас буду мыть полы пылесосом, поэтому все это будет мешаться. Ну, а так вроде все перестирано. Так, это мой спортивный костюм, такой зимний, тоже постирала. Ну и, соответственно, помывка полов. Тем более завтра, скорее всего, будут занятия. Хотя здесь вообще всегда чистые полы. Ну и снимаю чаще всего тут, так как камеру удобно ставить всегда. И вообще, пылесос такой супер удобная вещь. Выручает. На ужин у меня картошка, рыба и помидорка. Я навела порядок, так что можно посмотреть какое-нибудь приятное видео. Наконец-то на кухне порядок. И сейчас я еще буду здесь пить чай. Другой день, и я встала и сделала маску. Водорослевую маску на лицо и под глаза от Organic Kitchen. На улице солнечно, но, как я понимаю, холодно. Судя по всему, ну, я думаю, вы догадались, что мне это только в радость. Водорослевая маска вообще никакая, но раз она есть, надо ее использовать. А патчи, ну, так себе. Вот у меня базилик в одном горшочке, в другом. Здесь у меня цветы, вербена посажена. И собирается зацвести кактус. Давно не снимала процесс приготовления завтрака. Впрочем, все у меня как всегда. Отмеряю нужное количество овсянки,
Еще тут остатки высыпаю в контейнер, хотя вон еще даже осталось, потому что большая упаковка килограммовая. Далее немножко сосиску режу, тоже буквально грамм 10. Все замеряю, вношу в калькулятор калорий и соевый соус. Иногда добавляю сыр, лук, но не всегда. Кофе в мою любимую зеленую чашку. И, конечно же, время приготовить витаминный коктейль. Витамины группы В. Вчера я на ночь вообще забыла это сделать, к сожалению. Ну, надо сейчас не забывать, потому что как-то самочувствие было не самое лучшее, но сейчас уже нормально. Видимо, к вечеру полегчало, поэтому и забыла. Салфетки надо положить. Так, ну и накрываю на стол. Сейчас буду пересаживать орхидею, она уже вот отцвела. Купила точно такой же горшок, но побольше. Меня порадовало то, что он и внешне такой, вот этот вот тоже будет больше. Сейчас я принесу, там что-то для орхидеи у меня есть. Ну, вообще в том году я и в этом горшке пыталась ее как-то разместить, не очень получилось. Я читала про нее, но я не буду этим заниматься. Там надо как-то сколько-то выдержать ее в каком-то растворе. Я не буду это делать. Она и так, это самое, с ней все нормально. Я вообще считаю, нормально цветкую, нормально. Ну, просто единственное, что горшок уже тесноват. И, как видите, она вот так покосилась, поэтому нужно будет сейчас все это сделать. Поленилась, у меня газет нет, поэтому можно было кальку взять, поленилась я. У меня тут в коридоре болталась от домофона там счет. Но они вот вроде знают, что оплачиваем все по интернету, все равно он прислали 4 листа. Вот, поэтому уж проще маленькую квитанцию прислать, там вы должны столько-то. Все платят за год сразу. Ну а что там с переговорным устройством 68 и без него 48? Да и потом, какая разница, если платишь по интернету, вон через, там, не знаю, можно и каждый месяц оплачивать. Ну просто я имею в виду, что мне важна сумма, я написали и все. Ладно, короче, сейчас буду пересаживать. Достала все, что есть для орхидеи, грунт, кора, мох и даже оказалось удобрение. Но я им и в тот раз не стала пользоваться, видимо, в этот раз тоже. Ну, я не знаю, во-первых, наверное, срок годности закончился, плюс... Да не хочу я с этим возиться. Слава богу, периода цветения нет, но... Короче, погрузить в раствор субстрат с орхидеи до намокания на 15 минут, листы побрызгать, не допускать попадания воды на соцветие. Ну, не знаю, короче, не буду я этим заниматься. Поставила орхидею обратно на то же самое место. Ну, не знаю, надеюсь, надеюсь, как-то будет нормально. Хорошенько пролила ее. Ну, тут вот еще воды накапало, но до горшка, в принципе, не достает, ничего страшного. Да, честно говоря, и когда наполовину все было в воде, и то ничего такого не было. Я вот тут даже не знаю, как лучше. Может быть даже и пусть побольше в кашпо будет воды, потому что цветок же не возьмет больше, чем надо. Ну ладно. Потом подумаю, может, даже почитаю. Корни, большая часть, что я, в общем-то, и хотела, оказались в горшке. Написано, что если что-то не поместится, не страшно. Ну, по факту не поместились, как видите, только вот это. Ну и этот я оставила. В общем, как-то так. Надо еще бамбук
будет вот этот вот. Он нагнулся, надо подвязать его и сухую листву обрезать. Я тут еще нашла семена. Но вот это то, что похоже внешне на ромашку, это я недавно купила. Хотя подозреваю, что это я давно купила и недавно тоже взяла еще. Вот эти вот пакетики, это получается то ли с Пандау, то ли с Алиэкспресс. Ну вот это, короче, все, я думаю, уже просрочено. Но вот это лимон или что-то в этом роде, надо попробовать посадить. Сунулась, специально покупала горшок для кактуса и не помню, где он. Ну ладно, можно еще раз купить, когда буду в Ашане. А сейчас я займусь тем, что свежие семена базилика еще посажу. Еще посадила щавель. В этом непривычном для меня горшочке у меня шпинат. Ну, просто я уже, вот сейчас у меня есть настроение что-то посадить, а у меня все мои красивые горшки закончились. Поэтому уже сажаю здесь, ничего страшного. Сейчас отнесу на подоконник уже, ну, я не знаю, либо в балетном зале, либо, не знаю, может быть, у себя. Взяла еще вот такой вот горшок. Когда-то Fix Price приобретали для фиалок. Ну, фиалки давно уже все погибли, поэтому я ими не занималась. Ну и опять же подумала, что посажу петрушку. Правда, нужно поддон будет нормальный купить, тоже такой вот, который бьющийся. Ну, он стоит, наверное, около 200 рублей в Леруа Мерлен. Но это же, если не разбить, то на всю жизнь. Вот, зато красиво. Следующее, что я посадила, это салат вот такой, ну, какой был в магазине. Мне, кстати, нравится у марки «Каждый день» вот такая упаковка, потому что я хочу потом сделать красивые таблички, и можно ничего не рисовать. Вот прям взять, вот вырезать листочки, будет красиво. Тоже из-под фиалки. Я не знаю, конечно, это маленький горшок для салата, но все, что вот у меня сейчас растет на подоконнике, это семена подороже. И там их, в принципе, было немного. А вот в эти дешевые я вообще никогда в жизни не сажала дешевые семена. И это эксперимент. И тут семян очень много. Может быть, потому что всхожесть не стопроцентная. Поэтому посмотрим, может, вообще ничего не взойдет, или взойдет мало и хватит места. Ну, если повезет и взойдет все, ну, пересажу. В общем, это просто такой эксперимент. Ну, а сейчас я буду готовить ужин. На ужин у меня будет рис. Решила добавить кориандр, я очень люблю. Я не могла найти советскую открывашку обычную вот для таких банок. У меня просто электрическая, но она для консервных банок. Еще у меня есть для вина открывашка. И абсолютно точно была советская, и даже не одна штука. Куда делась? Ну, она, скорее всего, на видном месте лежит, тем более, что я все всегда кладу на свои места. Но я несколько раз смотрела и не видела. Ну, 100% она лежит на видном месте. Еда готова. Сейчас я буду перекладывать в другую емкость. Сейчас пойду гулять. Кстати, вот эта кофточка, она не от этих брюк, хотя цвет просто вообще один в один, как видите. У меня к этому, это костюм, и к нему есть кофта. Но просто сейчас вроде как на улице не холодно, как мне подружка сказала, поэтому, ну, та тоже не теплая, но все-таки, знаете, на такое немного прохладное лето. Поэтому, а это такая свободная. И у меня еще здесь из Fix Price маечка на тонких бретельках. Ну, в общем, отлично. Кроссовки я мятные свои возьму, декатлоновские, потому что буду ходить.
Ну и сейчас помою полы обычной тряпкой. Пылесосом я мою раз в 2 недели или иногда раз в неделю, а так просто тряпкой. Делала себе маникюр, надо еще до конца получше подпилить. Вот что хочу сказать. Я вот покупала раньше Defender силиконовый, ну, чтобы вот здесь вот мазать, и когда красишь ногти, не заходить на валик. Но мне это как-то не очень помогало. А потом я еще купила вот эти вот штуки. Ну, они более, на самом деле, удобные. Но я вот какую вещь поняла, что если хороший лак, который ложится в один слой и, соответственно, не плешивит, ничего такого, то я вот никуда вот сюда не залезаю. То есть вот я, вот, например, вот этот лак Жан-Мишель, вот если здесь идеальная кисточка и идеальный лак, то никаких проблем у меня не возникает. То есть я моментально и довольно аккуратно крашу ногти. И у Жан-Мишель, в принципе, вот хорошие кисточки. Не каждый цвет хороший. Например, вот этот сам оттенок красивый, а ложится не очень хорошо. Вот. Вот этот хорошо ложится. И у меня есть еще от Faberlic. Я в другое место поставила его. Там тоже, если хорошая кисточка... нет, вот он-то здесь стоит. Я просто брала его в Питер с собой. Короче, тоже хорошая кисточка, хотя она отличается от этой. И просто без каких-то проблем я наношу. Поэтому вот так. Не всегда даже эти штуки нужны. Вот, надо вот здесь сейчас будет пилить. Ну а с вами я на сегодня буду прощаться. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В описании всякие интересные ссылки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Пока-пока.